Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я вчера была в Fix Price. Просто там, где магазин «Фамилия», есть Fix Price, и я решила зайти. Думаю, никогда там не была, надо посмотреть, что конкретно в том магазине. Ну и купила себе вот такие вот пастельные текстовые делители. Мне нравится все пастельное. Там было два варианта. Во втором наборе еще такой салатовый, фиолетовый и какой-то еще цвет. Возможно, я приобрету. Пока не решила, но скорее всего склоняюсь к тому, что я куплю. Потому что маркеры, в общем, понравились. Я сразу, когда их купила, там открыла, потестировала, чтобы понять, пишут, не пишут, если что, вернуть. Они очень красивые и с виду, по форме, по цвету. И сейчас беленький листочек. Так, вот, взяла лист. Значит, розовый, он прям такой, смотрите, нежный, не кислотный, это очень важно. Вот этот цвет, вообще, то есть тоже понравился. Вот такой красивый. Удобно в руке держать. И они вообще такие приятные на ощупь. И желтый понравился. Тоже красивый. Но он, конечно, поярче. Хотя, знаете, все зависит от бумаги. Там, где я его тестировала, он вот вроде кажется, что похоже. Просто вот на этой бумаге он выглядит как бы более ярким. А вчера я на чеке, что ли, потестировала. Короче, мне понравились. А текстовые делители, раньше они у меня не уходили в таком количестве, как сейчас. И то, что я достала из запасов вот этот, я им пользовалась. И там он уже на грани, короче. Поэтому в запасах у меня нет. И я думаю, что все-таки еще 3 возьму. 55 рублей цена, но за 3 штуки это хорошо. Упаковку, безусловно, я выкину, пока положила. Вот. Это была покупочка Fix Price. Ну и, соответственно, я зашла в «Фамилию». В «Фамилии» взяла вот такую раскраску Coloring Book, антистресс, 3-я сложность. А цена 39 рублей. Она была, да, вот такая малость помятая. Обзор я на нее отдельно сниму, но в целом, если вкратце, здесь вот такие вот иллюстрации. Бумага белая, гладкая, и она... вот знаете, бывает очень тонкая бумага, бывает обычная офисная, а это вроде как поплотней. Не сказать, что очень плотная, но поплотнее, чем вот обычно. Мне даже кажется, что она чуть более плотная, чем, например, там в арт-йоге, еще где-то. И я планирую ее, частично под карандаши, частично под акварель. Под детскую, конечно же. Потому что тут такие вот иллюстрации. Но мы ее обязательно полистаем. Больше никаких там раскрасок не было, а вот это вот за 39 рублей я подумала, что не взять-то. Неплохая. Я не скажу, что она прям вау, но неплохо. Так, а что сегодня буду раскрашивать? Да, я, как вы знаете, всегда, если купила сейчас, то я сразу начинаю раскраску, но честно скажу, что конец месяца, и, если я не планировала бы, наверное, новогодние праздники хоть как-то отмечать, конечно, у меня было бы много времени, но я хоть и без суеты, но решила для себя как-то все это отметить, и все равно на это уходит время. Вот, поэтому я оставлю ее на новогодние праздники, потому что там где-то 2-3 числа
будет время, я даже, наверное, может быть, в планы поставлю или ну, как-нибудь. Ладно. А сейчас я взяла раскраску Виктории Дорофеевой «Земля и огонь. Тайны стихий». Сейчас покажу, что для себя выбрала. Так. Ну, вообще изначально я что-нибудь вот такое планировала. Но у меня... Так. Ага. Ладно, неважно, что я хотела выбрать. Главное то, что я выбрала вот эту в конечном счете иллюстрацию. В любом случае они все такие большие, масштабные. Но я решила, что пусть будет вот это. Я, конечно, сначала подумала, что это ж надо вот это все допрорисовывать, а потом решила, нет, это вовсе не обязательно. Ладно, что я болтаю? Давайте сразу приступим к делу. Опять же, в свете того, что время мало. К сожалению. Ну ничего, в праздничке все это восполнится. Так, я вспышку уберу. Это я снимала вчера в ночи и тому подобное. Брауберкарт, подарок Оксаны. Ссылка на канал Оксаны под видео в конечной заставке. Точнее, даже в конечной заставке. Угу. Ну и волосы. Начну с волос. Просто появились недавно карандаши, и хочется ими чаще раскрашивать. То же самое было с брутфунерами, да и со всеми остальными. Максимально их хочется потестировать, составить свое мнение о них. Вот, ну, мнение уже составлено, они очень классные. И я в полном восторге. Видела Fix Price. Эти новые карандаши, которые в коробке. Ну, опять же, покрутила в руках, брать не стала, потому что, ну, реально, куда их еще? И так всего достаточно. Поэтому я как-то так просто посмотрела. Ну, там не было открытой версии, так что не поймешь. Ну, может быть, уже обзор у кого-то есть. Я пока не смотрела, не знаю. Поэтому... Ну, в любом случае, я брать их не буду. Вот из того, что я сейчас вижу в Fix Price, я хочу себе текстовый делитель, как я уже сказала, и ручки вот продаются. Я тоже вчера их смотрела, видела у Виолетты. Как они называются-то? Ну, в общем, ладно, надо еще сегодня обзор посмотреть у Виолетты. Ну, там видео она рассказывала про эти ручки. Надо еще раз посмотреть, и я подумаю. Потому что я вчера так и не решила, покупать или нет. Я просто вчера вообще себя не очень чувствовала. И у меня невралгия была сильная. Все-таки, как выясняется, это именно невралгия была. Ну, плюс еще один мой косяк. Ну вот, и мне было просто не до того, было жарко, и я вообще по факту зашла что в фамилию, что в Fix Price, чисто потому что зашла в сам торговый центр. У нас еще ветер, холодно было, поэтому я так, мелкими перебежками. Но 30 с лишним тысяч шагов я все-таки прошла. Вот. Ну вот как-то такой цвет в этот раз волос будет. Рыжий, но всегда разный. Уютненькая такая иллюстрация. Заходила в Ашан,
Там смотрела что-нибудь, ну ничего особенного я там не обнаружила, раскрасок практически нет, тем более ничего нового, чего бы у меня не было в наличии. Поэтому просто посмотрела, да пошла дальше. Так, ну, я думаю, что еще можно пройтись желтым карандашом прям по всем волосам. Для большей яркости. И будет нормально. И спать я вчера легла рано. Так, еще эти волоски надо вот здесь прорисовать. Немножко. Это я сотру потом лишнее. Так, вот эти цветочки у меня будут такими оранжевыми. Ну, они, как правило, так и есть в засушенном виде, хотя не факт, что это они засушены как-нибудь. Они, не, ну, в горшке можем, не знаю, короче. Хочу их сделать оранжевыми, хотя, по-моему, они еще каких-то других цветов бывают. Вот я вроде выспалась, что меня снова в сон клонит. Но я, кстати сказать, сегодня пила только какао. Надо кофейку выпить. Но я сейчас из-за невралгии, вообще из-за многого стараюсь прям и воду пить, и есть маленькими прям порциями, поэтому надо выждать. Но меня рубит. А у меня сегодня еще такой день, планов полно. Их прям достаточно много планов. Еще сегодня занятия надо провести. Но я сегодня решила немножко дать отдохнуть своему организму, даже от подсчета калорий. Нет, в смысле, это не значит, что я себе что-то буду такое прям позволять в больших количествах, не доведи Господи. Просто имеется в виду немножко от этого отдохнуть денек. Потому что реально сегодня от меня требуется многое. Закупка продуктов, и получить посылку на почте, еще что-то. Ну, конечно же, раз я поеду в парк, я буду много ходить, гулять. Обязательно все аллеи надо по 2 раза пройти. Ну, чтобы такая нагрузочка была. Вот, и скорее всего, ну, посмотрю, как по времени. Возможно, это будет от где-нибудь от Новослободской. Не, ну это по времени на самом деле. Все зависит от того, когда я освобожусь, и так далее. В принципе, может быть, я даже и на почту пойду, опять же, отложу поход на какой-нибудь, не знаю, на завтра, например. Ну, потому что там всего лишь провод для смартфона нового. И так взяла. Поэтому это не так интересно, чтобы за этим бежать. Вот.
Эта раскраска, конечно, классная. Прям нравится. Уютненькая. Нет, я что-то не тот цвет еще взяла. Ну вот. Так что домашних дел тоже достаточно. Я еще сейчас думаю, каких ушастиков, вкусняшек на новогодние праздники купить. Ну, вроде как придумала. Тоже нужно будет приобрести. Но это все в Ашане. Возможно, я туда поеду несколько раз. А тот фикс-прайс, в котором я вчера была, ну, по выбору такой, не самый плохой. Это недалеко от метро Савеловская. Ну, в общем, там же, где находится фамилия. Я не помню, по-моему, Вятская, что ли, улица. Или как-то так. Потому что я знаю, где что находится, а на улице каждый день могу ходить и на вывески не смотреть. Но, конечно, бывает и лучше магазин. Ну, хотя, знаете, так тоже, наверное, применительно к фиксу сложно сказать, потому что все равно, видимо, к чему конкретно администрация данного магазина тяготеет, там и больше каких-то новиночек. А вот обслуживание мне абсолютно не понравилось. Грубят, хамят покупателям. Ну а... Не, ну мне никто не грубил. Но я тоже удивилась. Я достаточно там всегда подошла на кассу, вежливо так все поздоровалась. Вообще, как бы, эта женщина так сидит с кривой физиономией. Ну, думаю, ну вообще замечательно. Другой женщине она там что-то забыла или потеряла, что ей было нужно. Она тоже была без скандалов, без претензий. Ей тоже нахамили там вообще. Были грубы. Так что в этом плане, конечно, магазин не очень. Вот что-то всегда, когда есть в наборе вот такие темно-зеленые оттенки, я их с удовольствием использую. Ну вот. Как-то так быстро дело движется. Сделала по-быстренькому фон. На фоне сухая пастель Мунга, серая и белая. А здесь карандаш вот серый из набора Брауберг. Но теперь, наверное, надо вот огонь, все прочее делать. Так. Что я буду? Ну, наверное, сначала желтый, потом оранжевый. Наверное, так. Ну, не знаю, что-то я решила даже не заморачиваться. Но идет легко.
Потому что бывает, что какой способ не выбери, идет очень тяжело. А здесь нет. С удовольствием, легко. Вот. Все-таки, наверное, немножечко в каких-то местах добавлю белого, но чисто так, в качестве блендера. А вот здесь я так думаю, что нужно что-то такое или бордовое сделать. Ну, я возьму красный карандаш. Вот. И, наверное, коричневый. Посмотрим, что будет. Так. И да, вот этот, наверное. И просто это все соединю. А потом еще слой. Какой будет преобладать, не знаю. Все тоже в процессе. Как оттенок больше понравится. Но точно несколько слоев. Надеюсь, что завтра или послезавтра смогу прям засесть основательно за раскрашивание. Потому что мне надо день прям вот уделить, конкретно сесть и красить. Наверное, все-таки еще немножко где-то оранжевый. И снова красный и коричневый. Ну да, в целом нормик. Не хочу переворачивать раскраску, поэтому в другом направлении делаю штрихи. То ли у нас в доме так жарко, но топит сильно. Надо окно открыть. Видимо, воздуха, что ли, мне не хватает. Здесь я брутфунеры возьму. А здесь хорошо бы Magic. Но мне лень за ним вставать, потому что он у меня лежит в какой-то раскраске. Здесь, наверное, будет металлик. И, в общем, мне лениво. Вот. Ладно, обошлись без мэджика. Вот. Теперь кожа. Ну, для кожи темноватый оттенок. Но не страшно. Все равно я так. Кожу-то вообще не очень люблю красить. И еще раз этим.
Придется еще один слой давать, только уже белым. Переборщила. Не, ну на самом деле для видео нормально. Как бы камера как раз передает бледней. А вот так вот, если в жизни смотреть, то, конечно, нет. Ну, поэтому я еще и не любительница лица красить, потому что как бы я раскрашиваю, вроде все нормально смотришь, а на камере все выглядит бледно. А когда делаешь именно, чтобы хорошо было на камеру, ярко смотрелось, то как быть потом, как на это все? Ну вот как-то так. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 рыжие 3 Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.